Самая старая и сильная эмоция, терзающая человека – это страх. Но сильнее всего – страх неизведанного. Именно так говорил Говард Филлипс Лавкрафт, который смог придумать нечто по-настоящему страшное. Жуткие миры, населенные загадочными существами, монстрами, которые поклоняются высшей касте великих древних. Именно к последним я вас сегодня отправлю. И хоть увидеть божество может стоить вам жизни, сегодня тот день, когда этот риск ничтожно мал. Но только если поставлен лайк. Наибольшим почетом среди разумных созданий подводного мира объяснимо пользуется божество, своим видом сильнее всего похожее на них самих. Отец Дагон является собой нечто среднее между человеком, рыбой и амфибией, но при этом достигает гигантской высоты. Все его тело покрыто чешуей, на конечностях имеются перепонки, в пасти острые зубы, на спине плавники. Однако при этом он способен ходить на двух ногах. Покровитель глубоководных, Дагон с древних времен обитает в морских глубинах со своей спутницей Гидрой и почти не выходит на поверхность. Увидеть его удавалось мало кому из людей, это возможно лишь при редчайшем стечении обстоятельств. Те же, кому это доводилось, испытывали такой ужас и такое потрясение, что вмиг лишались рассудка и не могли должным образом передать вид этого морского божества. А если бы могли, едва ли бы нашлись бы те, кто бы им поверил. Тем не менее, в прибрежных районах Земли проживает немало людей, которые ему поклоняются. К примеру, достоин упоминания эзотерический орден Дагона, служители которого сосредоточены в портовом городе Инсмут, что в штате Массачусетс. Его жители дважды в год в Вальпургиевую ночь и в канун Дня Святых отдают глубоководным расе рыболюдей, с которыми у них заключен союз, определенное число своих юношей и девушек, во славу отцу Дагону и матери Гидре. Душа и посланник мрачных иных богов, крадущийся хаос Ньярлатхотепа, безликий и многоликий властитель пустыни. В древности он почитался как истинный бог Египта. Великий сфинкс когда-то имел его ужасные черты, а черный фараон Нефринка возвел ему храм Беззакон, в котором призывал Ньярлатхотепа и сияющего трапециоэдра в облике дикого вихря с тройным пылающим глазом и перепончатыми крыльями. За это имя черного фараона было сбито со всех скрижалей, а поклонение Ньярлатхотепу запрещено. Его храм разрушен, статуи уничтожены, жрецы распяты. Но его культ не исчез. Принесенный из Египта в средневековую Европу крестоносцами, он превратился в ведьмовский. И Ньярлатхотеп, принимая облик человека с угольно-черной кожей и копытами вместо ног, являлся тем искателем, которые познали скрытые тропы и проникли за грань миров, чтобы провести их в средоточение предельного хаоса, где они бы вписали свое тайное имя кровью в книгу Азатота. Такое влияние культа Ньярлатхотепа всегда проявляло себя в человеческой истории. В середине 19 века в Новой Англии появилась секта Звездной Мудрости, которая восстановила древнеегипетский культ, хранила и почитала обнаруженный ими сияющий трапециоэдр. А в 20-е века открытия высшей математики, квантовой физики и неоклидовой геометрии удивительным образом пересеклись с магическими знаниями ведьмовских культов Средневековья. Пророчества же сновидцев гласят, что в 21 веке Ньярлатхотеп явится вновь. Подобным фараону он придет из Египта, будет говорить о науках, электричестве, психологии и призывать мертвых. Он обретет огромную славу, но его появление будет лишь предвестием грядущего мирового хаоса. Йог-Сатот был вратами, через которые древние пришли на Землю, и через него они придут вновь из грани миров, куда были изгнаны. Он соединяет в себе воедино все время и пространство, поэтому ему ведомо прошлое и будущее. Он все в одном и одно во всем. Оно заключало в себе не только время и пространство, но и весь универсум с его безмерным размахом, не знающим пределов и превосходящим любые фантазии и расчеты математиков и астрономов. Возможно, в древности жрецы тайных культов называли его Йог-Сатотом и шепотом передавали из уст в уста это имя. А похожим на раков инопланетянам с Йогота он был известен как находящийся за краем. Служители Йог-Сатота, что из числа людей, взывают к нему с вершин холмов, увенчанных каменными кругами.
и он является на их зов в виде скопления похожих на солнце сияющих сфер, сочащихся протоплазмой, из которой возникает мерзкая черная плоть аморфного космического чудовища со множеством протуберанцев. Иногда он вступает в связь с человеческими женщинами, и те рождают от него ужасное потомство, которому суждено открыть врата и призвать древних на землю. В своем доме в Рельейхе мертвый Ктулху спит и видит сны. Так звучит перевод ритуального напева, что непрестанно произносят служители культа Властителя миров. Эскимосские шаманы и жрецы луизианских болот знают, что настанет час, когда звезды подадут свой тайный сигнал, и спящий на дне океана под сводами древнего циклопического города воззовет. Тогда они вызволят Ктулху из его гробницы, и великий жрец, как и прежде, в незапамятные времена вновь примет планету в свое владение. Явившийся на Землю с далеких звезд, Ктулху не состоит из плоти и крови. Он – существо иного измерения, чью природу человеческие чувства не способны постичь. Своим размером Ктулху подобен горе, и вид его отличает ужасающая осьминожья голова с извивающимися щупальцами до мощные когтистые лапы и длинные узкие крылья за спиной. Могучей зеленой громадой он дремлет в Рельейхе, скрытом на дне Тихого океана, где очутился после того, как звезды изменили свое положение и во властвованию наступил конец. Перед тем он успел лишь оставить свое потомство, расу осьминогоподобных существ, также состоящих из неизвестной материи и способных к множественным трансформациям. Они враждовали с прочими расами, жившими на Земле, но погибли вследствие природных катаклизмов. С тех пор великий Ктулху спит мертвым сном, но смерть в привычном нам понимании ему неизвестна. Потому он издает со дна свой непостижимый зов, достигающий его тайных приверженцев и способный свести человека с ума. Однажды великий жрец воспрянет, и людской род, быстротечная песчинка в масштабе космоса, обезумев и позабыв о всякой морали, сгинет в необузданном экстазе самоуничтожения. Повелительница лесов и черная козлица с легионом молодых. Она известна с древних времен под разными именами рогатых божеств плодородия. Ее почитают бессмертные жители подземного Княна, насекомоподобные мига, скрывающиеся в лесах Америки потомки друидов приносят ей жертвы, а жители английского городка Готсвуд призывают ее из подземной бездны при помощи загадочного артефакта – лунной линзы. И Шуп-Нигурат являет к ним туманную, темную массу клубящихся облаков со множеством длинных черных щупалец, роняющих ядовитую слизь изо ртов и передвигающихся на коротких козлиных ногах. Тех, кто верно ей служит, она проглатывает и перерождает в жутких бессмертных гибридов, ставших прообразами мифических сатиров и дриад, поэтому ее также называют Великой Матерью. Вместе с ней всегда появляются и другие бесчисленные создания, черные древовидные твари с похожими на ветви щупальцами, копытами и ртами, которыми они проникают к земле, чтобы восславить свою мать Шуп-Нигурат, породившую божеств Нук и Еп. Хоть Шуп-Нигурат редко появляется лично, ее многие знают и многие ей поклоняются. Ее имя часто звучит на церемониях, где происходит настоящее поклонение темным богам. Вероятно, это означает, что она прислушивается чаще, чем другие боги, и именно поэтому ее паства очень многочисленна. Земные почитатели Шуп-Нигурат известны с древних времен. В течение сотен веков и представители народов Крайнего Севера, и индейцы Северной и Южной Америки, а также туземцы на далеких тропических островах, в общем, безымянные культы в самых разнообразных уголках нашей планеты проводили свои мерзкие и жестокие ритуалы во славу Шуп-Нигурат. Также известно, что ее почитают и другие цивилизации, например, разумные грибы из Югота и Нуксот из Ядита. Считается, что при правильном проведении ритуала можно призвать Шуп-Нигурат и ее чудовищную свиту в любом лесу во время новолуния, что неоднократно осуществлялось некоторыми культистами. Рассказывать, как правильно проводить ритуал, я не стану, ибо последствия этого дела будут для нас всех плачевными. Но если ты все же хочешь узнать, как призвать Шуп-Нигурат, пиши в комментариях, а я подумаю, даровать ли такому путнику, как ты, подобные знания.
В затхлых подземельях, никогда не видевших солнечного света, живут твари до того отчужденные, что не поклоняются богам и не служат хозяевам, а имеют страсть лишь к мертвой плоти. С этой целью гули подкапывают человеческие кладбища и питаются из могил. Бытует мнение, что некогда эти создания сами были смертными и произошли от людей, которые стали поедать плоть себе подобных и со временем обрели столь отвратительный облик. Гули или упыри являются собой нечто среднее между человеком и собакой. Тела их сгорблены, морды вытянуты, на чешуйчатых лапах торчат острые когти. В темноте у них сверкают красные, налитые кровью глаза, а остроконечные уши, кажется, слышат каждый шорох. Нос же хоть и сплющен, но чует так же хорошо, как и у других обитателей земных недр. Неизменно копаясь в могилах, они производят впечатление самое отталкивающее. Все в налипших комьях земли, скапающие со слюнявой пасти кровью. Однако гули обитают не только на кладбищах, они также могут перемещаться между реальным миром и страной снов, используя магические туннели, расположенные глубоко под землей. Но что опаснее всего, они нападают на людей по ночам прямо в их домах. Особенно это касается тех, кто живет в старинных зданиях с подвалами, где часто устраивались колодцы и подземные ходы, которые будто бы ведут в никуда. Поднимаясь по ним, упыри иногда поднимают спящих в колыбелях детей, оставляют своих отвратительных отпрысков воспитываться у людей, а человеческих забирают взамен, чтобы научить их питаться мертвой плотью. Подземелья под зачарованным лесом населяют огромные гуги. Там они выстроили свой циклопический город, откуда на поверхность ведет лишь самое высокое строение – башня Кофа. Но гуги испытывают суеверный страх перед массивной каменной дверью с железным кольцом на ее вершине, а потому никогда не решаются открывать ее. Облик гугов поистине ужасен. Их тела, покрытые черной шерстью, достигают 6 метров в высоту, а мощные, почти в метр шириной лапы раздваиваются в предплечье. Но самое отвратительное – это их головы. Покрытые черной щетиной и огромные, словно бочки, с парой красноватых глаз, торчащих из-под костистых наростов и рассеченных снизу доверху вертикальной пастью, полной хищных желтоватых клыков. Гуги безголосые, общаются при помощи жестов, а также обладают невероятно острым слухом. Благодаря этому они научились в полной темноте охотиться на мерзких гастов, которыми ограничивается их скудный рацион. Но и гасты, в свою очередь, охотятся на них ради пропитания, нападая стаями, пока те, наевшись, спят. Тела же убитых гугов, захороненные на кладбищах близ их исполинского города, становятся добычей гулей, которым достаточно одного гигантского трупа, чтобы питаться на протяжении целого года. Бесформенные, состоящие из черной пузырящейся протоплазмы с радужными переливами. Эти жуткие существа были созданы прибывшие миллионы лет назад на покрытую океаном землю расой старцев. Под их гипнотическим внушением шоготы были способны менять свою форму и объем, сжиматься в плотные 5-метровые шары или образовывать временные конечности и органы. Эти безвольные рабы обладали огромной силой и долгое время использовались на самых тяжелых работах при возведении циклопических городов звездоголовой расы. Но со временем шоготы развили в себе слабые зачатки разума, позволяющие им не просто исполнять приказы с удивительной быстротой, но и самовольно изменять тела и подражать мелодичным голосам хозяев. Размножавшиеся делением, шоготы становились все умнее и непокорнее. Они начали нападать на старцев и вынудили их развязать войну на истребление. При помощи особого оружия, вызывавшего нарушения на молекулярном уровне, старцы победили шоготов и подчинили их своей воле. Но покорность последних оказалась обманчива. Чем больше в ходе истории деградировала и отступала цивилизация старцев, тем сильнее развивались и наступали шоготы. Со временем они стали способны не только противостоять прежним хозяевам с новой силой, но и вовсе занять их место. До сих пор в самом сердце Антарктики, где сохранились скованные вечными льдами города старцев, разносятся трубные завывания, подражающие голосам их исчезнувших жителей. Текалили, текалили. Старинная книга Некрономикон содержит столь опасные заклинания, что если их и следует произносить, то лишь приняв все предписанные для этого случая меры.
Ибо если провести в этот мир создание столь могущественное, как Букшаш, это неминуемо навлечет беду. О горе тому, кто призовет душителя, не заключив его заранее в пентаграмму силы. Букшаш, он же приходящий во тьме, является собой студенистое существо, у которого все тело покрыто несметным множеством глаз и пастей. Глаза его видят без света и смотрят зловеще, с вожделением, а пасти постоянно раскрытые, но отвратительнее всего в них это склизкие хлюпающие губы, что присасывается ко всякому, кому не посчастливится оказаться поблизости. И что особенно мерзко, всюду оставляет липкий след, точно от огромного слизня. Но самая страшная способность этих губ – это смертельный поцелуй, при котором они высасывают из своей жертвы все, что есть у нее внутри. Собрат Йибу и слуга Йоксатота, этот душитель способен даже поднимать мертвых из могил, подчиняя их своей воле, однако и он не лишен слабостей. Единственное спасение от Букшаша – это свет. С его помощью можно заставить Великого Черного отступить, но только до тех пор, пока все вокруг не померкнет вновь. Вернуть же его в свое измерение можно лишь принеся ему жертву, и чем скорее это сделать, тем безопаснее. Иначе Букшаш наградит своим поцелуем ближайшего к себе, того, кто его призвал. Индейцы, испокон веков живущие в северных краях, знают о стихиях то, чего не дано знать ни одному белому человеку. Лишь по тайным, тщательно скрываемым каналам доходит до нас сведения о пришельцах из иных миров, что управляет природой на Земле. Одно из таких существ – Итакуа, повелитель белого безмолвия, бог, у которого нет тотемов. Он правит снегом и льдом, но увидеть его способны только те, кто ему поклоняется. Северные жители, пытаясь задобрить Итакуа, приносят в жертву собственных детей, ибо знают, что гнев снежной твари может обернуться еще более ужасной карой. Всякий же чужак, кому не посчастливится его встретить, умрет в муках от невыносимого холода. Из-за исполинских размеров и вечно сопровождающих его вихрей не каждый-то и определит, что перед ним сам Итакуа. Создание людской формы со светящимися глазами и перепончатыми лапами. Он проступает сквозь кружащийся снег, и в этот миг увидевший его успевает лишь осознать неминуемость своей смерти. Нередко он уносит их души сквозь множество стран и миров, чтобы положить к ногам своего повелителя Хастура Невыразимого, которому верно служит наряду с иными божествами своего ранга. Сам же Итакуа повелевает расами более низкими, которые поклоняются ему на своих планетах, подобно людям с тылых краев Земли. Ибо все твари, которым ведома губительная сила холода и которые не желают испытать на себе нестерпимых мук, трепещут в страхе перед повелителем белого безмолвия. Единственное спасение – это преклониться перед Итакуа и таким образом обрести защиту от ледяной стихии. Но что с тобой произойдет после? Никому не известно. Гнакадические манускрипты рассказывают о мерзком божестве по имени Цатогуа. Обладая морфным телом, он способен растягиваться в длинную черную гадину с хищной пастью, перепончатыми крыльями и 1000 рудиментарных ног, либо сжиматься в чудовищную многолапую горгулью, похожую на огромную, покрытую шерстью жабу с чертами летучей мыши, сонными выпученными глазами и высунутым из широкого рта мерзким языком. Именно таким запечатлели Цатогуа обсидиановые идолы, которым в дочеловеческие времена поклонялись мохнатые вурмисы, что совершали мерзкие и кровожадные обряды. Они считали себя потомками Цатогуа и, подражая ему, жили в подземных норах и пещерах под горами острова Мутулан, ведь он избрал местом своего обитания багровую бездну Инкай. Когда-то бессмертный народ Княна отыскал в этой бездне черные изваяния и выстроил в честь Цатогуа город Цат, где стал почитать древнее божество. Но, как и везде, вскоре его культ был проклят и попал под строгий запрет. Легенды связывают это с произошедшими от Цатогуа похожими на черную жижу бесформенными тварями, которые стерегли базальтовые храмы в покинутом всеми Камариоме, что в Гиперборее. Там, в больших бронзовых чашах, они поджидали незадачливых искателей сокровищ, и смерть последних была ужасна. Лишь один Сатам Празера с чудом сумел спастись, чтобы поведать о пережитом людям.
Прибывшее на Землю из иного измерения, это божество вобрало в себя черты слона, осьминога и человека и объединило их самым отвратительным образом. С тех пор Великий Древний уже эоны лет скрывается в пещере на Плата-Цанг под опекой своих безликих почитателей. Чагнар-Фагн восседает на троне, умиротворенно сложив руки на коленях и воздев кверху ладони. Туловище у него плотное, антропоморфное, с широкими прямыми плечами и огромным выпирающим животом. Ноги короткие и толстые, больше напоминают слоновьи, а уж голова и подавно. Огромные уши прошиты перепонками, и из них торчат мерзкие отростки щупальца. Хобот оканчивается отвратительной широкой присоской. С помощью последней слоновий бок и питается, ведь время от времени ему необходимо пить кровь. И только для этой цели он выходит из своего мирного состояния. В остальное же время он спокойный как Будда и загадочный как Сфинкс. Выглядит истинной статуей. Но не следует обманываться этим впечатлением, ибо лишь страшная гибель ожидает того безумца, что посмеет нарушить его безмятежность. Индейцы, живущие в центральной и южной части Северной Америки, с давних времен знают, что к могущественному змеи-богу и его ползучим отпрыскам следует относиться с почтением. Иначе можно навлечь беду на себя и на все свое племя. Ведь Ик не просто один из древних, обладающих великой магической силой, а еще известен непредсказуемым нравом. Обычно он относится к людям благосклонно, особенно если те воздают должное его детям. Но с приходом осени, когда змеи злятся от голода, зло обуревает и самого Ига. Змеи-бог становится свиреп и кровожаден, так что его приходится отгонять с помощью древних ритуалов. И поэтому с августа по октябрь в индийских поселениях все наряжаются, танцуют и бесконечно бьют в там-тамы, призывая на помощь Тираву, прародителя людей. Страшнее же всего придется тому, кто по незнанию или даже стремясь защитить себя, убьет хотя бы одну из гремучих змей, коих множество водится в тех краях. В этом случае Ик принимается мстить, Ибо ничего на свете он не любит так незабвенно, как свое ползучее потомство. Рано или поздно он является к обидчику сам в облике крупного получеловека-полурептилии и сначала хорошенько измывается над жертвой, а затем превращает в змею и ее, после чего та смирно примыкает к шипящей братье. Из недр горы Вормисадрид, что высится среди Эйглофианских гор в Гипербореи, происходит множество мерзких уродливых тварей. И все они рождаются в одном отвратительном месте – источнике нечисти по имени Абот. Находящийся в скользкой от грязи пещере, окруженной глиняными берегами, он заполняет своей жуткой серой массой целое подземное озеро. И в этом озере идет непрерывный процесс гадостного размножения. Ежесекундно из Абота выбираются всякого рода дрянные создания. То склизкие, то покрытые шерстью, то чешуйчатые, то и какие вовсе невозможно вообразить. И все они непременно имеют самый неприглядный вид, что только могут иметь живые существа. Удаляясь от Абота, они быстро увеличиваются в размерах, а те, что оказываются недостаточно проворными и способными, тут же погибают, пожираемые многочисленными ртами, зияющими в жуткой туше их родителя. Будучи древним божеством и обладая мощным, но извращенным и циничным сознанием, Абот общается посредством телепатии. Отсутствие зрения возмещает тем, что выпрастывает непрерывно меняющиеся щупальца, которые исследуют всякого, кому хватает смелости к нему подобраться. И если на ощупь он определяет несчастного посетителя пригодным для своего пищеварения, то неизбежно затягивает свою движущуюся массу. В черной бездне, за гранью вселенной, на ониксовом троне восседает слепой и безумный султан-демон Азатот. Он абсолютный ядерный хаос, повелевающий временем и пространством. Бесформенный кошмар, лишенный жалости, что мерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности, убаюканный монотонным воем пронзительных флейт и оглушительным грохотом барабанов. Путь тех, кто приступил грань миров, лежит к его сумрачному трону, но приблизиться к нему и произнести вслух имя вечно грызущего и бесконечно ненасытного Азатота не посмеет ни один. И горе тому, мой дорогой зритель, кого направит к нему Ньярлатхотеп,
Коварный посланник слепых и безликих иных богов, что нелепо пританцовывает под сводящую с ума мелодию Азатота.